Добрый день, уважаемые зрители моего канала. Я Валерий Табаков, юрист. На моем канале мы разбираем очень знаковые дела, которые вызывают общественный резонанс. В частности, дело об убийстве Ирины Фарион и дело о теракте, который был осуществлен 22 февраля 2026 года во Львове. И сегодня, друзья, я хочу изложить вам одну из возможных версий событий, которая обсуждается в определенных кругах и, на мой взгляд, которая заслуживает вашего внимания. Сегодня я подробно расскажу о том, кто под одной вот этой вот версией, которая является альтернативной официальной версии, может быть заказчиком теракта во Львове 22 февраля 2026 года. Я хочу подчеркнуть, что я не утверждаю, что это точно так и произошло, как я буду излагать в этой версии. Это именно возможная версия, гипотеза, которая, однако, собирает воедино ряд совпадений и мотивов. Официальная версия следствия того, что произошло во Львове 22 февраля 2026 года, которая квалифицирована как террористический акт, такова. Российский куратор действовал через Telegram. Он завербовал одну исполнительницу-соучастницу, другую исполнительницу-соучастницу. Но, однако, есть и другая линия рассуждений, которую вот сейчас я озвучу максимально подробно. Итак, по этой версии заказчиком и организатором теракта во Львове могла выступить 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ. Или, если быть более точным, определенное радикальное окружение внутри или вокруг этой бригады. Эта бригада сейчас воюет на Харьковском направлении. И именно оттуда, из Харькова, был сделан тот самый звонок, который заманил львовских полицейских на место взрыва. Почему именно 3-я штурмовая? Давайте я шаг за шагом объясню, почему эта версия выглядит достаточно стройной для тех, кто ее придерживается. Сначала напомню хронологию и контекст дела Ирины Фарион. В июле 2024 года во Львове было совершено убийство Ирины Фарион, известного языковеда, общественного деятеля, человека с очень жесткой позицией по языковому вопросу. Обвиняемый Вячеслав Зинченко, 18-летний на момент убийства парень из Днепра, и дело получило огромный резонанс. И теперь ключевой момент. Еще в 2023 году Ирина Фарион публично оскорбила бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады. Она сказала примерно следующее: «Я не могу назвать их украинцами, если они общаются между собой по-русски. Пусть тогда называют себя русскими». Это было
прямое оскорбление в адрес бригады, которая тогда уже была на слуху как одна из самых боеспособных. Заместитель командира бригады Максим Жорин ответил ей очень жестко, почти в ультимативной форме. Он сказал, что Фарион никто не давал права открывать свой рот в сторону бойцов 3-й штурмовой. Скандал был громким и в определенных националистических и военных кругах он запомнился как личный счет. И по версии, которую я излагаю, именно этот старый конфликт 2023 года стал одной из причин для мести. Но месть не абстрактная, а очень конкретная. За то, что своего сделали крайним. Перейдем теперь к семье Зинченко. Отец обвиняемого Вячеслава, Федор Зинченко, по той же альтернативной версии вполне вероятно служит именно в 3-й отдельной штурмовой бригаде, причем на Харьковском направлении. Это не подтверждено официально в открытых источниках, но в определенных чатах и разговорах эта информация циркулирует. И если это так, что я не утверждаю, то получается следующая цепочка. Фарион оскорбила бригаду. Через полгода, чуть больше, Фарион убивают, затем обвиняют сына бойца этой бригады и, по мнению части людей, его подставляют, фальсифицируют доказательства для того, чтобы быстро закрыть дело и не копать глубже. Вячеслав Зинченко действительно был активен в ультраправых и неонацистских чатах. Это подтверждено расследованием 2024 года. Эти чаты частично пересекаются с субкультурой, из которой рекрутировались ранние добровольцы в 3-ю штурмовую, бывшие азовцы, правые активисты и так далее. То есть связь по идеологии здесь тоже присутствует. И вот теперь февраль 2026, теракт во Львове, ночь на 22 февраля. 2 взрывных устройства у магазина на улице Данилишина. Погибла молодая полицейская. Ранены более 20 человек. В основном силовики, которые приехали на вызов. Ключевой момент – это звонок из Харькова. 18-летняя девушка из Харьковской области звонит на спецлинию полиции, сообщает о якобы проникновении в магазин, зачитывает заготовленный текст, за это ей обещают 2000 гривен или около $100. Именно этот звонок приводит полицейских точно на место взрыва, по официальной версии. Это просто завербованная через Telegram девчонка. Но по альтернативной версии звонок из Харькова – это не случайность. Харьков – это как раз зона ответственности 3-й штурмовой. Если бригада или ее радикальное крыло хотела устроить теракт, то завербовать кого-то из своего харьковского окружения проще всего. Через те же телеграм-каналы, через знакомых, через своих. Деньги – мелочь.
Главное, чтобы человек был лоялен и не сдал. А далее. Главная подозреваемая 33-летняя Ирина Саветина из Ровенской области. Ее задержали быстро, она под арестом, официально завербована российскими спецслужбами. Но по той же версии куратором Саветиной могла выступать именно третья штурмовая или люди из ее окружения. Опять же, через Телеграм, через анонимные каналы все обставлено под российский след, чтобы СБУ и власть сразу бросились в эту версию и не смотрели внутрь. Почему это выглядит стройно? Во-первых, мотив. Месть за оскорбление Фарион в 2023 плюс месть за то, что сына бойца Зинченко якобы подставили в 2024. Во-вторых, география. Звонок из Харькова, где бригада воюет. В-третьих, исполнители. Люди, которых легко завербовать в военной среде через чаты, через знакомых без больших денег. В-четвертых, цель полицейские, символ системы, которая по этой логике фальсифицирует дела против своих. И в-пятых, обстановка под российский теракт. Классический способ отвести подозрения от внутренних разборок. Друзья, повторю еще раз, это не официальная версия. Это гипотеза, которая ходит в определенных кругах. Официально следствие говорит о российском кураторе, переписке, деньгах, задержаниях, но совпадения по Харькову, по бригаде, по старым счетам, они есть, и их просто так игнорировать нельзя. Если у кого-то есть дополнительные факты, скрины, свидетельства, пишите в комментариях, я готов разбирать дальше. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, ставьте лайк, если считаете, что такие версии тоже нужно и можно обсуждать. До новых встреч. С вами был юрист Валерий Табаков.